Здравствуйте, уважаемые подписчики! С вами Киберпульс и я, ваш проводник в кибервселенную, София. Сегодня мы продолжим говорить о факторах ранжирования сайта. Каждая страница должна вести ссылки на другие важные и логически связанные страницы сайта. Это называется перелинковка. Перелинковка важна не только для пользователей, по ссылкам переходят поисковые роботы. Таким образом, индексация сайта ускоряется, а структура пересекается, что делает сайт более воздушным и доступным. Отсутствие ошибок 404. При создании страниц или редактировании старых мы можем случайно удалить или поменять ссылку страницы. Но если эта страница уже упомянута в других ссылкой, пользователи просто не смогут перейти на нее после изменения ссылки или удаления. Для этого существует ошибка 404, которая выводится, когда пользователи заходят на битую ссылку. Наличие таких ссылок плохо для юзабилити сайта, засоряет его и негативно влияет на индексацию. Убирать такие ошибки можно с помощью редиректа 301. Скорость загрузки сайта напрямую связана с поведенческими факторами ранжирования. Если сайт долго грузится, пользователи просто уйдут. Если скорость плохая, это значит, что на сайте могут быть ошибки, избыточный код, неоптимизированное изображение большого формата. Для вывода страниц при плохом интернете Google и Яндекс разработали AMP и турбостраницы. А проверить скорость своего сайта вы можете с помощью сервиса от Google PageSpeed. На ранжирование влияет то, как выглядит сайт в поиске. Наличие favicon, маленькая иконка в поиске или вкладке браузера, быстрых ссылок, хорошо написанного сниппета, описания страницы, которое иногда берется из description, увеличивает кликабельность и поднимает трафик. Поведенческие факторы ранжирования. Наиболее современный метод анализа и ранжирования сайтов базируется на показателях динамики пользователей на сайте. Времена, когда просмотр или уход с сайта были единственными показателями успешности проекта, прошли. Сейчас поисковые алгоритмы акцентируют свое внимание на действиях, производимых пользователями на сайте. Глубина просмотра – этот фактор достигается линк-билдингом, работой с ссылочной массой сайта и работой с контентом, правильным форматированием материалов и разбавлением контента картинками и интерактивом. Карта кликов и скроллинга, инструмент Яндекс.Метрики, фиксация и анализ передвижений пользователя по сайту. Помогает понять, какие материалы неинтересны пользователю. Как переделать сайт, чтобы посетители получали все необходимое и не уходили со страницы. Время на сайте – один из старейших и самых важных показателей. Вычисляется исходя из времени первого и последнего действия, произведенного пользователем на странице. В следующем видео продолжим говорить о SEO-продвижении сайта. Ставьте лайк, если было полезно, пишите комментарии, жмите колокольчик, чтобы подписаться на наш канал и ничего не пропустить. До связи!